Всем привет! И в сегодняшнем видеоролике я вам покажу довольно старую модель советского бортового грузового автомобиля ЯАЗ-210 в масштабе 1 к 43 от производителя Startscale Models. Эту масштабную копию я приобрел в конце прошлого года в одном крупном онлайн-интернет-магазине за вполне адекватную сумму. И эту модель продавали со скидкой, на нее была акция, и масштабная копия мне обошлась в 1999 рублей. 2000 рублей без 1 рубля, и по современным меркам это очень хорошая цена за грузовой автомобиль в таком качестве исполнения. И впервые эту модель Startscale Models показал в 2015 году. Первая партия была из грузовиков в синем цвете, на бортовой платформе были прямоугольные вставки бежевого цвета, и за ту модель в то время просили 3650 рублей. В том же году, чуть позже, вышел темно-зеленый вариант окраски, он стоил точно так же, как и синяя модель, и впоследствии цена на эти грузовики немножко подросла. Например, 1,5 года назад эти модели продавали за 4450 рублей. И повторюсь, сейчас темно-зеленый вариант вы можете взять за вполне умеренную цену. И если проводить аналогию этой модели с современными изделиями, которые предлагаются на рынке, то, например, современная журнальная серия продается за 1700 рублей, если это наши автобусы. Легендарные грузовики СССР тоже стоят примерно так же, возможно, чуть дешевле, в зависимости от выпуска. Но я говорю к тому, что сейчас цена на журнальные изделия приближается к вот этим уцененным изделиям, которые, на мой взгляд, сделаны намного лучше. И не так давно приобрел масштабную копию Икарус 250-59 из серии «Наши автобусы» от Мадимио. И, честно сказать, та модель меня не особо впечатлила. И если сравнивать ее с вот этим аналогом, то вроде бы тот грузовик, который изначально я и не планировал покупать в свою коллекцию, мне нравится больше, чем долгожданная модель Икаруса. И если говорить о костромских ЯАЗах в 43-м масштабе, то в моей коллекции только 3 грузовика. Вторая модель — это самосвал в трехосном исполнении в темно-сером варианте окраски. Ту модель я тоже вам давно показывал. Кому интересно, можете найти видеоролик на моем канале. И третий грузовик — это сидельный тягач от Автоистории. Тоже довольно старая модель, я ее покупал, когда она была новинкой, по-моему, за 1850 рублей. И такой же сидельный тягач был на распродаже в коробочках Startscale Models. Машина в темно-зеленом варианте окраски. Ее уже не стал брать в свою коллекцию, потому что была модель от Аиста. Но жалею, что не взял, потому что у SSM металлическая рама, и там модель поставляется в дисплей-кейсе. И стоит не намного дороже, чем вот этот старый вариант исполнения. Но у грузовика от Автоистории мне очень нравится цвет кабины. Такой серовато-синий. И на эту модель я поставил харьковскую резину, покрышки Ultra Grip. Конечно, не самый бюджетный вариант доработки. Одна покрышка сейчас стоит 45 рублей, но умножьте количество покрышек, которые есть на этом грузовике, 12 штук, и получится тоже вполне приличная сумма. И чтобы здесь сменить покрышки на задней части кабины, вам нужно разбирать крепежные вот эти элементы, потому что здесь состоит кожух из 2 половинок, и он практически закрывает покрышку, просто так вы ее не демонтируете. И других доработок на этом грузовике я не делал. И если говорить о МАЗах 200-го семейства и также ЯАЗах, то самая простая модель в моей коллекции — это бортовой грузовичок от Автоистории в таком довольно забавном синем цвете. И эту модель я тоже брал на распродажу, по-моему, за 599 рублей или 699, уже и не помню. И по современным меркам эта модель даже не дотягивает до уровня журнальных изделий. Здесь очень примитивная кабина, дверные ручки, поручни отлиты одним целым с металлической деталью. И, конечно, здесь интерьер из пластика, окрашенного в массе. Его можно самостоятельно доработать, но уже решил оставить этот грузовик в таком первозданном виде. И здесь пластиковая рама, тоже все сделано очень просто. И выхлопная труба отлита одной деталью с рамой. И также очень примитивно сделан передний мост. Как видите, балка здесь тоже без каких-либо
дополнительных элементов. И в этом плане лучше проработка у более поздних моделей от Аиста, ну и у продукции Startscale Models. И покажу вам еще один 200-й МАЗ, только в виде сидельного тягача. На эту модель я тоже поставил харьковскую резину, но здесь, если вы посмотрите на кабину, то видно, что уже произошли некоторые изменения в лучшую сторону, добавили дверные ручки, поручни, и теперь кабина состоит из двух половинок. И крышка и лобовое стекло — это пластиковый элемент, который окрашен под цвет металлической детали. И здесь краска не отличается по тону. На более поздних грузовиках от Startscale Models почему-то пластиковые детали со временем изменяют свой оттенок. Они становятся или светлее, или отдают какой-то желтизной. И здесь то же самое. Если менять покрышки, их нужно аккуратно демонтировать, потому что изначально автоистория Startscale Models просто вклеивает резину в крепежный элемент. И давайте посмотрим на этот зеленый грузовик поближе. Если говорить о размерах дисплей-кейса, то он вполне большой, намного больше, чем стандартная коробочка, в которую пакуются небольшие грузовички, также небольшие автобусы. Но и сам грузовик здесь не маленьких размеров, и это, пожалуй, один из самых крупных бортовых грузовых автомобилей, если мы говорим о советской технике в моей коллекции. И больше только МАЗ-7310 от Эликона, но там уже военный четырехосный грузовой автомобиль. И также сюда можно отнести КРАС, но вот обычного КРАСа у меня нет в коллекции, только сидельные тягачи и полноприводные версии. И изначально не обращал внимания на подобную технику, потому что особо ЯАЗов в своей молодости я не застал, у нас этих машин практически не было, но тем не менее, повторюсь, вот эта модель меня приятно удивила. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается производителя, также есть наклеечка с указанием масштабной копии ЯАЗ-210, зеленый, и есть артикул, по которому можно найти эту модель в интернете. И, конечно, картонная коробка здесь не самая лучшая, она может порваться, когда вы будете вынимать дисплей-кейс, но сам дисплей-кейс здесь вполне хороший, и вы можете вот так хранить модель на открытой полке, потому что если просто ее хранить без колпака, она быстро покроется пылью. Ну, давайте посмотрим, как собрана и окрашена эта масштабная копия. И здесь в целом особых замечаний к покраске и сборке у меня нету. Если, например, сравнивать эту модель с более поздними изделиями от Startscale Models, то, конечно, она собрана намного аккуратней. Есть пару пятнышек клея, но не так критично, я попробую их немножко подкорректировать, возможно, демексидом смыть, если он не разъест лакокрасочное покрытие. И здесь грузовик окрашен в матовый цвет, возможно, даже полуматовый. Есть небольшой сатиновый блеск, и, на мой взгляд, вот такой вариант покраски лучше, если бы эта модель была просто глянцевой, потому что в советское время ярких начищенных машин было не так уж и много. Здесь прекрасная проработка колесных дисков, присутствуют сквозные отверстия, также вполне хорошие покрышки, но они немножко побелели со временем, и я их, возможно, заменю на аналог от Maestro Models. Только за последнее время я не видел покрышки Ultra Grip от Maestro в продаже. Нужно будет их поискать, и тоже сюда нужно будет комплект из 12 покрышек. И несмотря на то, что резина вроде бы не особо зафиксирована, я думаю, нижняя часть покрышки здесь приклеена, нужно будет аккуратно ее срезать острым лезвием. Отлично проработан интерьер кабины, окрашены сиденья, также можно рассмотреть панель приборов, отдельные дверные ручки, с водительской стороны присутствует зеркало заднего вида, и на обратной стороне наклеили небольшой кругляшок из самоклеющейся фольги, который имитирует само зеркальце. И главное отличие ЯАЗ от МАЗ-200 – это немножко другое оформление передней части. Здесь маскот в виде мишки, у МАЗов был зубр на боковинках капота. Также решетка радиатора здесь с горизонтальными прорезями, на модели МАЗа они вертикальные. И также, если вы посмотрите на боковинки кабины, то получается, как будто кабина сделана из небольших деревянных брусочков. Тоже есть вот такая фактура. У МАЗа кабина просто сделана из листового металла.
У этой модели также окрашена выпускная система, глянцевые подножки, присутствуют ящики для аккумуляторов. И что мне нравится на этом грузовике, здесь на заднем борту добавили надпись «Будь осторожен, у школ», и также знак ограничения скорости. Но не хватает номерных знаков. Их, конечно, можно установить, распечатав на принтере или заказать отдельно декали, но хотелось бы за такую цену, если мы говорим о первоначальной цене на это изделие, иметь уже установленные декали. Также отдельные прозрачные фонари и есть сцепное устройство, правда, здесь крючочек не рабочий. Но при желании тоже можно сделать самостоятельную доработку. Вот такая замечательная модель, которую я хотел вам показать в сегодняшнем видеоролике. И пишите ваши комментарии, есть ли в вашей коллекции похожий грузовик. И, по-моему, такая модель выходила в рамках журнальной серии «Легендарные грузовики СССР». Там, правда, была упрощенная версия, кабина другого цвета, а кузов, по-моему, остался темно-зеленым. И пишите ваши комментарии, есть ли в вашей коллекции журнальный вариант исполнения. Если вам понравился этот видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.